Истории инки из Лапландии. Древнее пророчество Чайви Луовды. Часть 4. В тот же миг по всему Нижнему миру прокатилась волна ослепительного света. Подземные реки вспыхнули серебристым сиянием. Голубые кристаллы озарили бесконечные пещеры. Чайви Луовда медленно подошла к каменному трону и села на него. Теперь она была хранительницей Нижнего мира. И в тот же миг из самой глубокой тьмы донесся древний, холодный и чужой голос. Суолла-Мата ушла. Наконец-то настало мое время. По подземным водам пробежала черная рябь. Этот голос принадлежал Руте, древнему злому духу болезни и смерти. Она давно мечтала стать единственной хранительницей Нижнего мира. В 3 мирах издавна существовали добрые и злые духи, но между ними всегда должно было сохраняться равновесие. Суолла-Мата многие века хранила это равновесие в Нижнем мире, а Рута долгие века ждала возможности занять ее место. Именно она искала Чайви Луовду, когда та была еще совсем маленьким лебеденком, чтобы уничтожить ее. Рута знала древнее пророчество. Она знала, что дитя 3 миров однажды станет новой хранительницей и никогда не позволит ей завладеть Нижним миром. Поэтому Рута хотела избавиться от Чайви Луовды еще в детстве, прежде чем та успеет вырасти и обрести свою силу. Но Суолла-Мата сумела спрятать внучку в самых сокровенных глубинах Нижнего мира, там, куда не проникал взгляд Руты, там, где даже древняя тьма не смогла найти ее след. С тех пор Рута не прекращала ждать. И теперь, когда Суолла-Мата ушла к предкам, Рута решила, что ее время наконец настало. Ее голос звучал сразу отовсюду, словно сам Нижний мир заговорил с новой хранительницей. Суолла-Маты больше нет. Теперь Нижний мир будет моим. Ты сильна, Чайви Луовда, но ты одна. Холодный голос Руты растаял в глубинах пещер. И это была правда. Впервые Чайви Луовда почувствовала страх. Она вспомнила последние слова бабушки. «Не вступай в борьбу с Рутой одна. Лети в Средний мир, на берег священного озера Сида, к шаманке Инке». Чайви Луовда знала, пришло время покинуть Нижний мир. В следующее мгновение она обратилась в величественного черно-белого лебедя и расправила крылья, и она взмыла вверх, оставляя позади древние пещеры, воду памяти и свой новый трон. Впервые за долгие годы она покинула Нижний мир, а Средний мир
встретил ее живым ветром. Ветер коснулся ее крыльев, и Чайви Ловда на мгновение почувствовала то, что жило в ней с самого детства. Небо, свежий запах тундры и далекий, родной ей к матери, Саэлье. Она не знала, откуда приходила эта память. Может быть, ее хранило сердце? Черно-белый лебедь летел над ночной тундрой. Под его крыльями простиралась Лапландия, древняя земля, где ветер знает имена всех живых, а озера хранят голоса предков. Внизу лежало озеро Сиида, тихое, темное, на берегу возвышалась древняя вежа. Рядом с ней потрескивал небольшой костер. У огня сидела шаманка Инка. Она не спала, она ждала, словно знала, что этой ночью граница между мирами снова откроется. Ветер вдруг изменился, пламя костра дрогнуло и вытянулось к небу. Инка подняла голову. Высоко над озером Сиида показался лебедь. В этом лебеде соединились свет и тьма. Инка медленно поднялась. «Значит, время пришло», — тихо произнесла шаманка. Лебедь сделал круг над озером. Вода озера Сиида отозвалась серебристой рябью. На мгновение показалось, будто из глубины озера кто-то отвечает лебедю. Древний средний мир приветствовал дочь 3 миров. Лебедь плавно опустился на берег и превратился в девушку, прекрасную, как северное утро. Ее длинные черные волосы мягкими волнами спадали на плечи. Лицо было светлым и спокойным, но больше всего поражали ее глаза, большие, небесно-голубые, такие же, как бескрайнее небо верхнего мира, то самое небо, где живут ее родители. В этих глазах Инка увидела сразу 3 мира: свет верхнего, силу среднего и глубокую память нижнего. Шаманка узнала ее. «Чайви Ловда», — тихо произнесла Инка. Девушка почтительно склонила голову. «Здравствуй, Инка. Мне нужна твоя помощь». Инка подошла ближе и долго смотрела в ее прекрасные глаза и увидела там многое. Мудрость Суолло Манде, нежность и печаль Саэлье, мужество Гувласа и огромную силу, которая пока спала глубоко внутри. Но еще Инка увидела в ее взгляде одиночество ребенка, который слишком долго ждал своих родителей. Перед ней стоял уже не маленький лебеденок, которого много лет назад спрятали от древней тьмы. Перед ней стояла величественная хранительница Нижнего мира, дитя 3 миров, та, чья судьба могла изменить равновесие всех 3 миров. Инка перевела взгляд на тихое озеро Сиида. Где-то далеко за пределами видимого среднего мира древние духи уже знали: Чайви Ловда вернулась в средний мир, и с этой ночи началась новая часть ее великой судьбы.